Активный приток мигрантов в Западный Берлин начался после строительства стены в 60-е годы прошлого века. Через некоторое время остров стал вопрос их адаптации и ассимиляции. В 1981 году в столице Германии было открыто бюро уполномоченного по интеграции и миграции. Здесь приезжие могут бесплатно получить самую разную помощь – от совета по языковым курсам до юридической консультации. Сейчас очень много беженцев из Сирии и в Берлине, и в Германии в целом. Они приезжают по гуманитарным причинам и, естественно, стараются привезти сюда свои семьи, и мы помогаем им в этом. Проблемы очень разные. Это могут быть социально-правовые проблемы, а может быть и такое, что у обращающегося к нам за помощью возникают проблемы с другими учреждениями. В бюро уполномоченного Сената Берлина по делам интеграции и миграции за помощью только в прошлом году обратились 6 тысяч человек. А всего с момента основания за 32 года существования учреждения туда поступило порядка миллиона заявок. По последним данным Берлинского статистического ведомства, в немецкой столице есть представители почти 200 национальностей. Каждый 8-й житель мегаполиса не является гражданином Германии, а всего мигранты или дети переселенцев составляют четверть населения города. Мы в Берлине очень гордимся тем, что у нас представители 180 наций, что Берлин столь многообразен. Это очень важно для будущего города, чтобы эти люди проживали у нас. Уже сегодня более 40% учеников начальных школ происходят из мигрантских семей. Нам нужны эти люди для того, чтобы сохранять наше благосостояние, обеспечивать наше будущее. Это то, что не всегда так рассматривается. Жители Берлина, которые не происходят из мигрантских семей, и семьи, которые имеют миграционное происхождение, это одна проблема. Вторая проблема, что в этом контексте в настоящий момент мы видим. С одной стороны, в Германии мы гордимся тем, что мы взяли на себя обязательства для всех проживающих здесь создать достойные человеческие условия. Но реальность государственных органов иногда разрушает такой подход. Мы говорим, что у беженцев есть трудности найти работу. Сначала они не имеют права работать. Люди из восточноевропейских государств сталкиваются с проблемами того, чтобы получить социальный минимум для существования. Это очень большой вызов для нас. Германия – это правовое государство. Собственно говоря, любые административные действия регулируются самыми различными правовыми актами. Есть еще один закон, который касается таких людей и который обеспечивает им надежный статус. То есть сначала как бы выдается разрешение на то, что их здесь терпят. Вторая группа мигрантов – это люди из Юго-Восточной Европы, из Болгарии, Румынии. Относительно их есть законы, но пока еще трудно сказать, могут ли эти законы помочь людям найти работу. Но социальные пособия эти люди получают. Пока что эти вопросы разрешаются в судебном порядке. Добро пожаловать, независимо оттуда, откуда ты приехал. Это, конечно, не означает, что каждый человек, приезжающий сюда, получает полноценный статус, сразу же получает гражданство. Но каждый, кто сюда приезжает, должен иметь право на четкую процедуру, получает ли он статус беженца или получает гуманитарное право разрешения на пребывание. Для нас в Берлине это очень важно. Это очень большая цель интеграционной политики. Это касается всех групп, будь то беженцы, претенденты на убежище, трудовые мигранты. Это касается всех групп. Конечно, было бы желательно, чтобы каждый, кто приезжает в Берлин, подготовился к этому, будучи еще у себя на родине. Но это не всегда возможно по самым различным причинам. Многие люди просто бегут в Берлин, они покидают свою родину недобровольно и бегут в Берлин для того, чтобы получить надежное убежище от преследований. Они сознательно покидают свою родину и не могут подготовиться.
И люди, приезжающие сюда, чтобы искать работу, они не всегда готовы к пребыванию за рубежом. Хотя повсюду есть возможности о Германии, о возможностях изучения немецкого языка, но может быть такое только в больших городах за рубежом, но не в каждой деревне, а большинство этих людей или большая часть из них все-таки проживает не в городах, и поэтому интернет-информация и так далее для них не всегда доступна. Я думаю, что мы в Берлине должны сделать еще больше для того, чтобы люди были у нас желанными гостями. И это еще требование демографии. Мы как раз недавно получили демографический прогноз по нашей стране. Нам нужны эти люди для того, чтобы здесь проживать, для того, чтобы поддерживать наше благосостояние, которое мы сейчас имеем. Это одна из важнейших опор берлинской интеграционной политики, которую мы хотим закрепить в нашей новой концепции и реализовать в виде политики. Естественно, мы можем поделиться своим негативным опытом, с которым мы столкнулись. Я имею в виду и культурное общение. Можно рассматривать такую проблему, и эту проблему и как вызов, и даже как возможность дальнейшего развития, взаимного обогащения. Но нужно учитывать также и общественные процессы, политические процессы, которые должны включиться иммигранты, приезжающие в Германию, либо в Россию. И мы должны облегчить это вот вступление, эту интеграцию. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что говорят политики. Конечно, мы должны различать между категориями мигрантов. Те, которые ищут работу, студентами или другими категориями мигрантов. Но мы должны оказывать поддержку разным категориям мигрантов. Мы должны создавать им условия жизни, соблюдая права человека. И, естественно, мы должны использовать их ресурс, как бы вскрывать их ресурсы.